В последнее время все больше судебных дел связано с привлечением к ответственности за нарушение авторских прав в сети интернет. При этом часто за интернет-пиратство в ответе не только непосредственный нарушитель, но и владелец сайта, на котором был противоправно размещен контент. Как же добросовестным владельцам сайтов обезопасить себя? Не так давно в российское законодательство было введено понятие «информационный посредник». Информационный посредник освобождается от ответственности за нарушение интеллектуальных прав, если его вина отсутствовала, в то время как по общему правилу в коммерческом обороте действует режим безвиновной ответственности. Закон называет следующие виды информационных посредников. Лицо, которое передает материалы в сети. К ним относятся интернет-провайдеры и интернет-сервисы, которые обеспечивают передачу сообщений между пользователями, в том числе социальные сети. Такой посредник не несет ответственности, если передача спорного материала происходила не по его инициативе и не он определил получателя. Он не изменяет спорный материал, и он не знал и не должен был знать, что использование спорного материала неправомерно. Лицо, предоставляющее возможность размещения материала в сети. Сюда обычно относятся хостинг-провайдеры. Такие посредники освобождаются от ответственности, если не знали и не должны были знать, что использование спорного материала неправомерно, и при получении заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав они своевременно приняли все меры для удаления нелегального контента. Лицо, предоставляющее доступ к материалу с использованием сети. Например, торрент-трекеры, поисковые сервисы, сервисы контекстной рекламы. Специальных критериев для таких посредников не предусмотрено и применяются все вышеперечисленные. Определение информационного посредника довольно размыто, и при желании к нему можно отнести почти любого интернет-игрока. Важным фактором при оценке возможности привлечения информационного посредника к ответственности является также его поведение в отношении удаления спорного контента или блокирования доступа нарушителя к сайту при получении уведомления правообладателя о факте нарушения его исключительных прав. Поэтому мы рекомендуем предпринять активные шаги для обеспечения своего спокойствия. Разработайте пользовательское соглашение, которое будет описывать правила размещения контента. Предусмотрите механизм обработки претензий в отношении нелегально размещенного контента. Также обеспечьте оперативную проверку претензий и удаление противоправного контента в случае реальных нарушений. Об удалении контента обязательно письменно уведомляйте правообладателя. Наиболее эффективным, но и затратным способом является разработка программного обеспечения для отслеживания и удаления противоправного пользовательского контента. Например, такие сайты, как ВКонтакте, YouTube, Рутуб и другие, разработали технологию цифрового отпечатка, которая позволяет отследить спорный контент, блокировать возможность его поиска пользователями и удалять. Однако, даже если информационный посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, к нему могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав, не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности. В том числе требования об удалении спорного контента или об ограничении доступа к нему. Если у вас остались какие-либо вопросы, НСП всегда рада помочь вам. До скорого!